how many of us? It's so nice to see you. Great. And Joe, didn't see you for a long time, Joe. Yeah, good to see you, Natan. You look good. Yeah. Where are you in New York? In Riverdale, New York. Oh my God, Riverdale looked awful from here. Yeah, from Jerusalem at least. Yeah, we miss Jerusalem. We want to come and see our children and grandchildren soon. Yes, right. Well, we in Jerusalem look like in much better shape than in New York. Yeah, we're getting better in New York, but we had a tough time. So Hadassah and I have been in what we call house arrest. These few weeks which we didn't see our grandchildren was really very traumatic, but now it looks okay. Now we are traveling with them. Just now we are with them on the north, the resort, so on vacations. Okay, that's good. I don't want to make you too envious, but there are advantages to be in Israel. Yeah, no, I think Israel has dealt with this much better. Really. Much better. Yeah. And Yoshka, Shalom, Yoshka, you are in Berlin? Yeah. How the situation in Berlin is now? We are reopening. You're opening. We are going into a phase of normalization. Yeah, well, let's hope. Let's pray and hope. Yeah. So, Maxim, I simply can't say, is everybody on? Can we start? Give us 2 minutes, just 2 minutes. Of course, you. Okay. Yeah, I see. Slowly. Okay. Илюша, ты где? Я пока что в Москве. Просто ты на фоне, так сказать, как бы у тебя такая заставка. Это на фоне Бабьего Яра. Да. Это услышим. К нам присоединился Леонид Макарович. Да, это я. Тут ви мене бачите, да? Бачимо. Трохи змінити екран треба. Що треба вам? Акція каха. Добре. Каха. Хорошо? Вы меня сейчас видите более-менее? Да, чуть-чуть ниже экрана. Я сейчас поставлю вот так вот. Да. Леонид Макарович, это Натан Щаранский. Очень рад вас видеть всех этих лет. Когда-то вы были первооткрыватель украинско-израильских отношений. Да, было такое, помню. Было приятно, я вспоминаю наш разговор, я вас хорошо помню. Приятно вас видеть.
Мне тоже очень приятно. Нам всем очень приятно, уверен. Окей, Макс, какие указания? Когда начинаем? У нас нету Виктора Пинчука, но я думаю, что он подключится в течение пары минут. Окей. Да, он предупреждал, что он подключится чуть позже, поэтому можем начинать. Да, Виталий Владимирович тоже на месте, приветствуем вас. Окей, итак, дорогие друзья, dear friends, дуже приємно привітати усіх. Значить, у нас сегодня присоединяется к нам новый член нашего наблюдательного совета, Леонид Макарович Кравчук, первый президент Украины, именно тот президент, с которого началась новая политика Украины в отношении не только по поводу будущего, но и по поводу прошлого, и установления отношений с Израилем в частности, и признание и разоблачение преступлений как нацистского, так и коммунистического режима. Мы это очень ценим, и мы очень рады вас приветствовать. В прошлый раз к нам присоединилась Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии, писатель белорусский, и она собиралась участвовать и сегодня, и, к сожалению, в последний момент там стихийное бедствие в Беларуси, и у нее пропал интернет. Она прислала специально, просила очень зачитать ее приветственные слова, поскольку она очень хотела участвовать, вот я там зачитываю. Ну, слушайте, в Беларуси, если пропал только интернет, это еще не самое страшное. Дорогие друзья, очень жаль, что я не с вами в эти минуты, хотя я мысленно с вами. Хочу сказать, что мне очень нравится дерзкая и красивая идея проекта, такая красивая печаль. Нам всем нужно мужество и идеализм, потому что надо много людей влюбить в нашу идею. Но я верю в Илью Крыжановского и его чувств будущего. Хочу сказать, я всех полюбила. Радостно с вами работать. Дружески, Светлана Алексеевич. Ну, очень приятно, когда лауреат Нобелевской премии может сказать за тебя отношение к нашему проекту. Значить, хочу еще подчеркнуть, что ми будемо розмовляти на українській, російській, в англійській мові. И есть синхронный перевод, так что каждый может подключиться к тому языку, который ему более удобен. Я надеюсь, Максим, что проверили, что все члены борда знают, как это делать. Значит, еще раз хочу предупредить, что в связи с тем, что в последнее время в прессе, к сожалению, было довольно много беспочвенных обвинений в наш адрес, и в частности, что мы там за закрытыми дверями, какие проекты готовим. Данное наше заседание будет открыто поставлено на интернет, так что имейте в виду, нам скрывать нечего, и дальше обсуждение и сами проекты будут представлены всем желающим их видеть и слышать. Повестка дня у нас простая. Сначала краткий отчет о том, что мы делали в прошлые годы. Самое главное – представление проектов, которые сейчас разрабатываются. Как мы неоднократно отвечали на высказывающиеся подозрения или даже обвинения в прессе, что самый лучший ответ – это сами проекты, которые мы действительно готовим. И главная часть нашего заседания сегодня будет представление и обсуждение этих проектов. Ну и, естественно, кроме того, необходимо проголосовать по вопросам, связанным с бюджетом и другим вопросам. На этом я передаю слово нашему генеральному директору Максиму, пожалуйста, Максиму Яковлеву. Максим, ты на мьюте. Звук включи. Максим. Спасибо, Натан, большое. Добрый день всем членам наблюдательного совета, всем гостям. Я хочу начать с напоминания себе в первую очередь, зачем мы здесь. Персонально для меня Холокост – это глубоко личная история. Я благодарен, что есть возможность вместе работать над реализацией этой миссии. Мы довольно молодой проект. Для сравнения, от момента идеи до открытия Музея истории польских евреев в Варшаве это заняло более 15 лет.
Наш проект достаточно динамично развивается. За 3,5 года создан фундамент. Есть инфраструктура проекта, есть земельные участки, создан базовый исторический нарратив. В 2020 году мы запланировали бюджет на уровне 2019 года, но ожидаем существенное уменьшение процента административных затрат. Основным проектом в 2019 году был архитектурный конкурс, на который было потрачено более $1 миллиона. И хотя в 2019 году научный совет не собирался, было создано 4 проекта, в том числе 3D-модель, был придуман проект истории, были записаны первые интервью устной истории. Почему это не регулируется? Нема нічого, да, Макар? Sorry? Нічого не йде у вас? У вас нічого чи балакать у вас? Що? Мені слово чи? Нет. Пока, Леонид Макарович, сейчас я закончу презентацию. В 2019 году также был создан ряд контентных проектов. Возвращаясь к текущему году, я хочу сказать о нашей команде. Вы можете заметить существенное изменение в организационной структуре организации. Это обусловлено тем, что начался новый этап, более креативный, с созданием собственного контента. И нам необходимы таланты, которые будут сфокусированы именно на этом. Наш проект стоит на 2 столпах. Первый – это наука, которая создает знания. И второе – это контентная часть, которая находит язык донесения этого знания в той форме, которая позволит понять и сопереживать. С точки зрения науки мы увеличили штат почти вдвое. И важно, что практически все историки, которые работали ранее, продолжили работу над своими проектами. И таким образом сохранилась преемственность ключевого направления. А креативную часть мы фактически создали с нуля. При этом мы, повторюсь, планируем снизить процент административных затрат в сравнении с 2019 годом. Больше о проектах сегодня расскажет команда. Я лишь приведу несколько ключевых фактов. В этом году у нас утроилось количество научных проектов. Что мы делаем впервые? Мы собираем и систематизируем все знания о Бабьем Яре, созданные человечеством до сегодняшнего дня. Мы впервые создаем аннотированную библиографию всех публикаций и делаем энциклопедию Бабьего Яра. И планируем ее издание в 80-й годовщине. Мы индексируем всю информацию в архивах по нашей тематике, собираем список существующих артефактов в архивах мира. В связи с появлением контентного подразделения мы также усовершенствовали работу научной части за счет мультидисциплинарной работы команд. Например, в 2019 году началась работа над геолоцированием мест расстрела в Яре. В 2020 это трансформировалось в полноценную 3D-модель изменения территории на протяжении всего 20 века, которая в том числе включает места расстрела. И в результате у нас появится фильм расследования и физическая модель, которая может стать частью экспозиции. Такие проекты, они позволяют иметь синергию художественной части, которая усиливает научную, и наоборот. Ключевым проектом в 2020 году является кураторский концепт. Но пока он готовится, мы уже сейчас, в июне, готовы запустить проекты, которые позволят понять вектор нашего мышления. И это также даст возможность нам получить обратную связь от аудитории, во что она вовлекается, и учесть это при создании кураторского концепта. Мы говорили о 3D-модели, и у нас есть идея через точечные инсталляции показать наш подход к изменениям на месте, в самом Бабьем Яру. С точки зрения управления организацией ситуация выглядела следующим образом. Первые 2 месяца мы одновременно занимались формированием команды, бюджетом и запуском проекта. В идеальном мире любая организация должна это сделать до конца года, но поскольку мы приступили в феврале, в декабре месяце эти процессы у нас заняли до февраля. К сожалению, из-за короны мы сделали это дважды. Мы, по сути, отказались от всех офлайн-активностей и перепридумали существенную часть проекта. Мы ориентировались на Европарламент и ключевые институции, которые отказались от офлайн-активностей до конца года. Как я говорил, мы параллельно занимались запуском проектов, поэтому в январе мы запустили первые 5 проектов, в феврале еще 3, в марте вы видите на экране. Важно также отметить, что в середине апреля мы получили довольно серьезный медиакризис, который начался с атаки на проект и имел несколько обострений в течение следующих 1,5 месяца.
Тут я бы хотел остановиться отдельно и уделить этому немного внимания. Для нашего понимания, для понимания кризиса надо отступить на несколько шагов назад и вспомнить, как начинался проект. В 2016 году инициативу по созданию фонда поддержал мэр, президент, доноры, выдающиеся представители украинского и международного сообщества. Уже через 3 месяца после открытия международные историки обсуждали нарратив. А всего через месяц 16 украинских историков написали открытое письмо с критикой проекта. Фактически было 2 больших вопроса. Должны быть учтены все жертвы трагедии. И второе, не может быть оправдания политики СССР по затиранию памяти этой трагедии. Эта критика дальше была системная, но озвученные риски были учтены в нарративе, который через 1,5 года был опубликован, и нарратив получился достаточно сбалансированный. Несмотря на это, через 3 месяца при поддержке Министерства культуры был опубликован альтернативный нарратив этой группы критиков, который до сих пор проходит международное рецензирование. Организация также столкнулась с критикой участия доноров с российским гражданством, что не являлось проблемой в начале. Таким образом, подойдя к 2020 году, мы имели фон от практически конкурирующего проекта. И в 2020 году именно эта группа выступила локомотивом письма на президента и премьера с призывом монополизировать право мемориализации в Бабьем Яру и инициировать вопрос о земельных участках. Что было нового в 2020 году? Мы также получили критику от бывших сотрудников и партнеров фонда. В международной прессе это получило огласку после того, как рабочая презентация использовалась для манипулятивного представления проекта в прессе. Наша позиция достаточно прозрачная и системная. Мы предложили президенту Украины назначить представителя в наблюдательный совет. Мы пересоздаем общественный совет и двигаемся в сторону максимальной прозрачности. У нас появился еще один сильный украинский голос в наблюдательном совете, и мы здесь рады приветствовать Леонида Макаровича. Мы создали 2 научных института и усиливаем научное направление. Сейчас создается художественный совет, в который войдут украинские и международные деятели культуры и искусств, а также предложили всем заинтересованным сторонам, у которых схожая миссия, присоединиться к нашему проекту. У нас есть ряд внутренних вызовов, над которыми мы работаем. Ключевое – это создание кураторского концепта и все решения по архитектурному конкурсу, которые мы должны принять до конца года. Мы сейчас управляем 27 проектами одновременно, и следующий квартал, в общем, посвятим управлению такими междисциплинарными командами. Очевидно, что нам жизненно необходимо усиление коммуникационного направления не только в Украине, но и в Израиле, в Штатах, в Европе. Мы уже ведем соответствующие переговоры. Мы прошли внутренний аудит, мы прошли внешний аудит от Ernst & Young, мы создали внутренний аудиторский комитет, и сейчас предлагаем создать операционный комитет, в который приглашаются все члены наблюдательного совета, который будет несколько раз в месяц встречаться, обсуждать стратегию и ключевые проекты. Сейчас я хочу вернуться к большой картинке. С точки зрения строительства музея, если вы посмотреть на его график, то в этом году ключевое, как я говорил, это кураторский концепт. До середины 2021 года важно закончить все вопросы по эскизу архитектуры и экспозиционного дизайна. После этого можно перейти к проектированию и строительству. Вторым важным блоком является наука. До конца года мы должны усилить научный совет, должны полную силу заработать 2 научные институции, сделав первые проекты. И в дальнейшем их основная задача – это создание новых знаний, поддержка экспозиционного дизайна, международное сотрудничество и образовательный блок, который должен распространять эти знания. Третий блок – это коммуникационный блок. Здесь нам важно до середины следующего года закончить со всеми вопросами, связанными с репутацией, с политической поддержкой, с международным сотрудничеством, для того, чтобы спокойно в середине 2021 года перейти к фазе фандрайзинга. И последнее, но ключевое направление – это актуализация темы. Здесь мы должны работать так, как будто музей уже открыт. Первые проекты для широкой аудитории запланированы на этот год. По сути, мы должны в этом году открыть онлайн-музей, который должен постоянно развиваться.
А вот каким образом сделать проект выдающимся, расскажет наш художественный руководитель Илья Хржановский. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые члены наблюдательного совета. Я буду говорить очень кратко, потому что наш проект и способ его делания, он не упирается в одного человека, он опирается в группу лиц, очень разных личностей. На мой взгляд, выдающийся проект можно сделать только при помощи выдающихся людей. И поэтому, собственно, основной частью презентации будет презентация некоторых из проектов, которые нам кажутся наиболее важными для того, чтобы их представить вниманию членов наблюдательного совета, и так, чтобы было понятно направление, в котором мы двигаемся. Очень важным является в любом музейном проекте или художественном проекте образ, через который ты можешь воспринимать, чувствовать те факты или те истории, которые мы рассказываем. А рассказываем мы, прежде всего, человеческие истории, потому что история Бабьего Яра – это история людей, там погибших. Все эти люди – мученики, исчезнувшие там. Поэтому выбрали определенный образ. Этот образ связан с точкой. Эта точка, как говорят например, математике, это возможность размещения пространства любой протяженности в точке с заданным размером, то есть в малой области пространства, в том числе свободном размещении всей нашей Вселенной. Вот в каждой точке, которую мы видим на этой территории визуального образа мемориала, как отдельной Вселенной, состоящей из точек частиц, за каждой точкой такой стоит судьба погибшего здесь человека. На нашем сайте, который будет запущен в конце месяца, можно будет при приближении каждой из этих точек обнаружить историю, информацию о судьбе погибшего здесь человека. И эта история будет всегда пополняться. На данный момент у нас есть же информация о 18 тысячах верифицированных на сегодняшний день жертвах трагедии. Она уже находится на этой виртуальной карте. Вот эти точки и образуют дальше и надпись Бабьего Яра, и поэтому они, сказать, на фоне, на котором мы сидим, из этих точек состоит и структура самого Бабьего Яра. Здесь есть предложение по тому, как может выглядеть новый вариант надписи Бабий Яр из этих точек, преображающихся в, как я уже говорил, в структуру самого Яра, в надпись и в ландшафт. Работа с территорией и с архитектурным проектом строится по принципу единства, целостной картины, в которой мы соединяем и архитектуру, и музейный дизайн, и работу со всей территорией, потому что этот музей будет расположен внутри большой территории Бабьего Яра с огромной историей. Работать мы будем при помощи воркшопов. Архитектурный конкурс, проведенный в прошлом году, важный, замечательный, по результатам его выбран был проект, он требует переработки, безусловной. И в июне мы проведем первый воркшоп, связанный с такой возможностью переработки. Его будет проводить компания Phase 1 немецкая, которая, собственно, проводила архитектурный конкурс. В серии воркшопов будут принимать участие не только архитекторы, но и историки, философы, психологи, музейные дизайнеры и специалисты в истории памяти. Вот, собственно, эти группы, эти разные очень люди, разные личности должны будут за ближайшие несколько месяцев сформировать некий образ музея, который затем будет описан в концепции и затем перейдет в доработанный архитектурный концепт. Часть, связанная с территорией, да, с ареалом Бабьего Яра, с изучением его, она для нас сейчас является важнейшей. Мы изучаем и исторические факты событий 1941 года, и саму территорию. Мы это делаем всеми возможными разными способами и разным типом проектов. Большая часть наших проектов междисциплинарные.
Эти проекты в случае их одобрения наблюдательным советом будут также частью онлайн-платформы, которую мы запустим в ближайшее время и которая превратится в онлайн-музей задолго до того, как будет построен непосредственно физическое здание музея. И это даст возможность людям со всего мира коммуницировать, высказывать свое мнение, потому что на нашем сайте будет обратная связь, возможность чатов, возможность оценок, возможность вот этого разговора, диалога. Смогут коммуницировать, а также узнавать о том, что же случилось в Бабьем-Яру в 1941 году. Я сейчас попрошу Анну Камышан, руководителя отдела архитектуры и дизайна, рассказать немного о работе над территорией. А до этого я покажу небольшой ролик, такие дневники Бабьего Яра, которые мы снимаем время от времени, будем снимать периодически для того, чтобы узнавать не только прошлое, но и настоящее, что там происходит. И этим делиться со всеми, кто захочет узнать что-то про это место. Сейчас вы увидели запись буквально 2 дней в Бабьем Яру, сделанных нашим коллегой, нашим оператором. А теперь Анна Камышан расскажет про исследование территории. То есть наш главный жанр сейчас исследования, но одновременно эти исследования должны делаться в такой форме, в которой это могло быть интересно широкому кругу людей, потому что вовлечение людей, актуализация темы через действие – наша также важная задача, и это возможность создать концепт наиболее убедительным, сбалансированным и по-настоящему выдающимся. Анна, пожалуйста. Спасибо, Илья. Я рада приветствовать всех, кто здесь сегодня собрался, и благодарна за возможность представить некоторые проекты, которыми я занимаюсь в фонде. Я буду говорить на украинском языке, поэтому все, кому нужен синхронный перевод, включите его, пожалуйста. Даш, включи, пожалуйста, видео. Тож, як сказав Ілля, цього року ми займаємося розробкою концепції, і перше, з чого ми почали, це збір усієї доступної інформації для нас про це місце. Те, що ви бачите зараз перед вами, це перша частина великого міждисциплінарного дослідження, яке ми плануємо зробити у цьому році. Над роботою у першій його частині працювала з нами Київська архітектурна студія «Форма», а також запрошені інші спеціалісти. Це ландшафтні архітектори, біологи, архітектори, культурологи і, звичайно, історики нашого інституту. Це дослідження розглядали території у дуже великому масштабі. Ми дивилися від Коренівської, там, де Коренівська трагедія пролягала, тобто і Кирилівської церкви, до Лук'янівського кладовища, Реп'яхового Яру і Сирецького табору. А таймфрейм був фактично з самих давніх часів до сьогодення. І здається, що тільки у такому масштабі можна зрозуміти історію цього місця, що ми і намагаємося зробити. На жаль, у мене немає часу, щоб детально пройтися по дослідженню, але я сподіваюся, що ви зараз отримуєте якесь таке враження від цього дослідження і що зможете детальніше з ним ознайомитися згодом, коли ми опублікуємо його.
Я коротко пройдуся просто деякими окремими місцями, які, можливо, будуть цікавими. Ми загалом починали з того, як взагалі з'явився яр і що стало його причиною. Нам стало зрозуміло, що це територія сформована водою, а саме струмками, що сформували ґрунт, і на протязі багатьох тисячоліть, власне, формували яр. Це доволі банальна історія з точки зору урбаністики про скриття струмків під землею, але тут, на території Бабиного Яру, відчувається особливо чуттєво, адже не тільки люди загинули тут, але разом з ними, здається, і дух цього місця, разом з тими струмками. Щоб зробити дослідження справді багатогранним, ми намагалися поєднати не тільки факти, але й міфи. Наприклад, за однією з легенд в усипальні Кирилівської церкви тут був похований герой твору «Слово о полку Ігорєвим», а за іншою легендою, поруч з Бабиним Яром, в Реп'яховому Яру, розташовувались пещери, в яких жив Змій Горинич. І, до речі, саме в цих печерах 12 березня 1911 року знайшли тіло Андрія Ющинського за сумно відомою справою Беліса. Окремо важливою частиною стало вивчення природи Бабиного Яру. Це вже ми прогортали. Цікаво, наприклад, було дізнатися те, що на місцях, де земля була сильно піддавалася впливу антропогенному, тобто людському впливу, де Куренівська трагедія пройшла і інші, тобто масові розстріли, в цих місцях ростуть тільки рослини-піонери, і ці рослини-піонери, вони не вимагають ніякого великого, хорошого ґрунту, і вони ростуть в тих місцях, де відбувалися розстріли, і в основному це тополі, і з тополі з латині перекладається як народ, і в деякому сенсі це вже вшанування людей, які там загинули. Це дослідження стало також опорою для роботи з територією, і ми намагаємося концептуювати ті речі, які зможуть подалі стати основою підходу до роботи з територією. Ми розуміємо, що з одної сторони це місце трагічних подій у минулому, з другої сторони це місце, це частина сучасного міста, де живуть люди, що живуть навколо, та рослини, птахи, тварини і комахи, що живуть у парковій зоні. Тож, з одної сторони, це якби місце складне, а з другої сторони, воно продовжує жити. І, як здається, що особливо важливим у підході до цієї території і роботи з ним забезпечити розвиток цього місця з вшануванням його минулого і мати максимально екологічний і дбайливий підхід до нього. Цей проєкт називається «Погляд у минуле». Ми розташовуємо 7 монокулярів, які точно розположені стосовно того, як стояли фотографи, які робили ці фотографії. Це нам допомагають робити Центр просторових технологій, які будуть далі розмовляти про це. І це перший експозиційний проєкт під відкритим небом, який дасть змогу відвідувачам території подивитися, як Бабин Яр виглядав у минулому на протязі дня і ночі. І це ми хочемо зробити вже цього року, цього літа. Далі, будь ласка. І останній проєкт, про який я розкажу, це макет території. Також разом з Центром просторових технологій ми зробимо макет, який у майбутньому зможе стати вже частиною постійної експозиції музею і зможуть розказувати історії про місце пам'яті за допомогою нових технологій.
Дякую, я була рада. Це все. Спасибо. Спасибо, Анна. Вот та быстро пролистываемая книга, которую вы видели в начале Аниного спича, это на самом деле первое такое серьезное и многостороннее исследование территорий Бабьего Яра со всех сторон. Эта книга вот тоже в ближайшее время выпущена и разослана и всем членам наблюдательного совета, а также будет доступна всем интересующимся. Хотя это одновременно с этим является нашим рабочим документом. А сейчас я хочу вам представить Максима Рахманика, архитектора и исследователя, директора Центра пространственных технологий, с которым мы делаем проект, связанный с 3D-моделью. И это тоже междисциплинарный проект. Максим о нем сейчас расскажет. Пожалуйста, Максим. Дякую, Ілля, за інтродакшн. Я буду говорити українською. Просили робити маленьку паузу для перекладача. Так, я дійсно представляю команду Центру просторових технологій, де ми зазвичай займаємось моделюванням і дослідженням якихось комплексних міських проблем. Тому для нас досить звично працювати з системами, відслідковувати мережі взаємозв'язків. І з самого початку роботи над 3D-моделлю Бабиного Яру ми поставили перед собою задачу поєднати всі архівні матеріали в одному середовищі. Таким чином, різні форми медіа – це фотографії, топографічні карти, фотографії, зроблені з німецьких розвідувальних літаків. Вони всі якби пов'язані між собою і збагачені матеріалами з досліджень істориків і свідченнями очевидців. Відповідно, ми дуже тісно працюємо з історичним департаментом Бабин Яр до того. Територія, яка в радянські часи так активно і систематично стиралася, змивалася, таким чином реконструюється цифровим шляхом. І цей проект ми називаємо «Моделі Бабиного Яру». Зараз покажуть коротке відео, в якому, сподіваюся, що буде зрозуміла природа нашої роботи, а так само, наскільки багато інформації можна зібрати таким чином. The ditch, the sand pit, the dried riverbed, the valley of death. These are some of the ways the witnesses of the events at Babin Yar describe the place, where between 1941 and 1943, over 100,000 people were massacred by Nazi forces. Once a massive geologically formed ravine on the outskirts of Kyiv, this place looks very different today. During the Soviet era, Babin Yar was systematically obliterated and eventually turned into a park. The memory of its past state is only accessible through archival materials, such as maps, photographs and videos, historic reports, and witness testimonies. We used old topographic maps to reconstruct 3D versions of the Babin Yar landscape during different periods. For example, here you can see the landscape of Babin Yar in 1924. It is overlaid with a photograph taken from a German plane in 1943. Using this method, we can analyze the distinct terrain elements present in the photos. This hill, for instance, can be identified by the shape of the slope right here and those trees over there. By tracing such distinct features, we managed to pinpoint the exact locations where most of the archive photos were taken. This analysis helped us to match the positions of actual cameras used to take the photos with the virtual ones in the reconstructed 3D model, and to trace how Babin Yar has changed over time. For example, in this photo taken on October 1st, 1941, the day after the mass execution, Soviet POWs are seen covering the ravine where tens of thousands of dead bodies are buried. We can see that the depth of the ravine in this photo here is visibly lower than it was in 1924.
We used the located photographs to reconstruct the terrain in greater detail during various historically relevant moments in time. In this case, for example, the photos by German military photographer Johannes Hale were used to make the models more precise at the western spur of Babin Yar, where the mass executions of September 29th and 30th took place, and a former sand quarry where the Jews were gathered and undressed before their killing. Each located scene is populated with 3D modeled people, clothes, plants, and other important details that were a part of the historical narrative. The analysis of shadows within the 3D scenes verified the locations of the photos and helped us to find the exact times when they had been taken. Babin Yar Models combines digital media and historical research to form a growing knowledge base about one of the most important locations in the history of the Holocaust. The lost territory of Babin Yar is composed of archive materials and is accessible to an online audience in the form of an interactive 3D model. By exploring various narratives, the visitors can learn about the historic events, take the time to look around, and contemplate the complex history of Babin Yar. Як видно на цьому відео, ми до кожного куща відновили частину Бабиного Яру, де спочатку людей роздягали, потім розстрілювали 29 і 30 вересня 41-го року. Але на даний момент це просто один епізод, і ми бачимо моделі Бабиного Яру як фреймворк, який можна постійно розширяти для того, щоб акумулювати дослідження, продукувати нові знання, а також комунікувати ці знання з широким загалом. Дуже всім дякую. Спасибо большое, Максим. Сейчас хочу представить автора проекта «Бабий Яр. Контекст», замечательного кинорежиссера, сценариста, лауреата многих международных кинофестивалей, включая Каннский фестиваль, Сергея Лазницу. Спасибо, Илья. Добрый день. Очень приятно вас здесь всех встретить. И для меня большая честь принять участие в работе мемориала. И я благодарен Илье за приглашение. Проект называется «Бабий Яр. Контекст». И цель проекта – собрать и восстановить в виде кинороликов, кинофильма и инсталляций исторический контекст трагедии, который запечатлен на пленке. Мы хотели бы собрать все запечатленное на кинопленку и сохранившееся в разных архивах, как то Красногорский архив в Москве, в Подмосковье, архив Пшеничного, Бундесархив. Я нашел материалы в некоторых частных архивах в Германии, которых, я думаю, что никто не видел. Значит, все материалы, которые имеют отношение к причинам трагедии, к самой трагедии и к ее последствиям. И из этих материалов я сделаю эпизоды. Каждый эпизод длиной от 2 до 5 минут. И начиная с сентября месяца этого года мы будем выпускать по 2 таких эпизода в интернете. Значит, каждый такой эпизод описывает то или иное событие, как то, например, я могу говорить об эпизодах, которые я более-менее уже сделал, или же я знаю материал, из которого я сделаю их. Например, Киев в первые дни войны, подготовка Киева к обороне, вход в Киев войск вермахта, лагерь военнопленных, он тоже снят на левом берегу Днепра. Как вы знаете, в окружение попало около 600 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Взрывы города Киева, есть тоже такой эпизод.
которые были инспирированы специальным подразделением Красной Армии. Есть большой фильм, который описывает и говорит о Киевском процессе 1946 года. И это тоже будет эпизод. Есть эпизод о последней на данный момент публичной казни в городе Киеве. Она состоялась в 1946 году. После Киевского процесса казнили 12 военнопленных, которые имели отношение так или иначе к событиям на Украине. И так далее. И эти эпизоды будут охватывать период времени от начала вторжения Германии войск вермахта на территорию СССР и оканчивая, последнее, что я знаю, это, наверное, установка памятника в 1976 году. Я не знаю еще, до чего нам удастся дотянуться. Я очень хотел бы найти, я уверен, что эти архивы есть. Это архивы КГБ, когда пытались собираться в Бабьем Яру, и эти попытки пресекались. Я уверен, что есть такая пленка. Может быть, удастся, может, нет. И впоследствии из этих эпизодов я сделал документальный фильм. И материалы эти будут сканированы, очищены, стабилизированы, и будет сделана цветокоррекция, звук. И сейчас, в принципе, технология позволяет достигать очень хорошего качества изображения, так как если бы это было снято сейчас. И звук, я в звуке не использую голос за кадром, который поясняет нам что-то, и не использую комментирующую музыку. Мы стараемся делать звук таким образом, чтобы погрузить зрителя в это состояние, в тот эпизод, который я буду показывать. И единственное, что можно позволить себе, это информационный титр, сообщение сухое о том, что мы видим, если это необходимо, и если мы знаем, что это. И сейчас вы посмотрите два эпизода, которые пока что я смонтировал из рабочего материала, поскольку архивы еще не совсем работают. И для этих эпизодов мы сделали звук. Они не в очень хорошем качестве, качество будет идеальное, я это гарантирую. Я уже имею хороший опыт работы с архивами, я знаю, что это такое, как с этим работать, и я с негативом уже более-менее этих эпизодов соприкасался, я видел кусочки. И первый эпизод, это он снят в 1959 году, он из черно-белого и цветного ролика собран, два ролика снято было, это июнь 1959 года, снято строительство и наполнение Бабьего Яра отходами кирпичных заводов. И второй эпизод снят 13 марта 1961 года, когда прорвало плотину, и эти отходы хлынули на Куреневку. По-моему, волна была 4 метра. Волна, которая снесла людей, дома, трамвайное депо. Все это было уничтожено грязевым потоком. И после этого приехала съемочная группа и сняла этот эпизод. Давайте посмотрим.
сегодня не в комнате, вот придет. Я пошел, Когда погребают эпоху, прощальный псалом не звучит, крапиве и чертополоху украсить ее предстоит, а после она выплывает, как труп по весенней реке. Так и получилось. Я не знаю, чем я и как закончу фильм и эти ролики. Я еще не знаю, что я смогу найти, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы найти максимум материала, который был снят и имеет отношение к этой трагедии. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Разговор о прошлом невозможен без разговора об этом в настоящем. Вообще, само понятие разговора, актуализация темы через то, что она становится важной для современных людей, живущих сейчас, будущих, точнее, посетителей будущего музея, это одна из наших приоритетных задач, потому что в этом разговоре можно многое выяснить, прояснить. И
Я хочу вам представить проект, собственно, с таким названием «Разговор». Представит его Ксения Марченко. Звук, Ксюша, включи, пожалуйста. Теплі вітання всім в різні частини світу. У нас є неймовірний шанс зараз говорити, розмовляти. У нас є для цього всі можливості і, можливо, потенційно великий архів для подальшого опрацювання. Я тут. А ви любили колись? Так, дуже сильно. Какой для вас самый главный принцип в жизни? Как бы ты хотел, чтобы тебя помнили? Не знаю, мене море завжди притягувало. Может быть, я спасу утопающий корабль. Жизнь состоялась. Привет. Пату, что радует? Вот я сейчас покурю сигарету и обрадуюсь. От другой прабабушки у нас есть картина. Покажу, вот так вот это выглядит. Я, наверное, может знайти інформацію. О чем ты мечтаешь? Який у тебе найприємніший спогад з дитинства? Если бы была такая возможность что-то изменить. Я не хотел бы жить в условиях коммунизма, и я не хотел бы жить в условиях нацизма. Ну реально, были голодные 90-е, тут тебе каждый день дают глазурированный сырок. Вот это было классно. Я маме сказал, что я не ее сыночек, я советский солдат. Для меня Бабин Яр – это остановка транспорта. Потому что часть моей семьи была расстреляна в Бабьем Яру. В Бабиному Яру я відчуваю зв'язок з історією. Вы когда-то были в Бабьем Яру? Нет. Любовь как бы должна быть, так сказать, первопричина всего вообще. Жизнь должна получаться из любви. Ми люди, ми належимо часу, ми належимо простору, і чимало з нас справді мають можливість потрапити в сучасне місце Бабин Яр. Документальний онлайн-проєкт «Розмова» створює для 50 щонайменше тисяч українців ситуацію пошуку серед поняття «ми», такого чіткого відчуття «я». Цей проєкт про потребу обговорити обставини, яких існують індивідуальна пам'ять, і в цих обставинах про пам'ять, як трансформуються знання про трагічні події, як зникають або створюються якісь нові міфи. Проєкт наш також про те, як минуле впливає на сьогодні і як воно формує наше бажане майбутнє. Чиї історії стануть основою цього проєкту? Я, мабуть, без перебільшення скажу, що всіх людей, тому що нам цікаві українці різного віку, усі люди зі зламами, радостями, мріями, історії людей різного віку, тому що ані статус, ані переконання ніколи не забирають у нас здатність переживати, а власне і проживати своє життя в якийсь особливий спосіб. Розмови про реальність, здається, іноді складаються з таких неважливих проміжних ситуацій, але врешті-решт в кінці цього життя хтось назве, чи можливо всі ми назвемо долею, життєвим шляхом рішень, бажань, шляхом контакту з іншими людьми. Тому за основу нашого проєкту ми взяли ідею соціальної мережі, знайомства великої кількості людей через персональні історії. Як це працює? Всі запитання інтерв'ю будуть опубліковані на сайті, з ними можна ознайомитись, вони стосуються теми ідентичності, теми пам'яті, патріотизму, цінностей, низки таких фундаментальних людських запитань, про які у нас 100% немає шансу поговорити з людиною під час першого знайомства. Але це можливо зробити у нас на сайті. Як саме? Можна зареєструватись на інтерв'ю, і інтерв'юер поставить запитання, а також можна вибрати із переліку запитань ті, які подобаються, і надіслати їх нам у проєкт. І також можна поставити свої запитання, на які зреагують інші люди. Всі відео будуть з'являтися на сайті в повному обсязі, і
Кожне з інтерв'ю буде закодоване смислами, і через пошукові фільтри можна буде знайти і порівняти, чи люди переживали так само події з тобою, чи в якийсь відмінний спосіб. Фактично ми створюємо механізм для знайомства людей на глибокі теми, а людина, яка приходить до нас, приєднується, розповідає про реальність, про сучасність, про людей і знайомиться з цінностями меморіалу Бабин Яр. Дякую за увагу. Спасибо большое, Ксения. Вот, собственно, этот мост между прошлым и будущим нам и предстоит проложить в настоящем, пытаясь образовать и найти тот язык, на котором можно говорить об этой трагедии так, чтобы это чувствовалось, эмоционально воспринималось, было важным и значимым для тех людей, которые живут в наши дни. Я хочу представить писателя, книги которого переведены на десятки языков и вышли многомиллионными тиражами во многих странах и стали бестселлерами, например, в США. Члены Совета по информации, демократии и цифровым технологиям при президенте Французской Республики, руководителя проекта «История будущего» Михаила Зыгоря. Михаил, пожалуйста. Спасибо, Илья. Действительно, в своей работе, в работе нашей студии мы обычно производим исторические диджитал-проекты, которые оживляют историю. В этом как раз специализация нашей студии. Мы переводим историю на язык современных технологий и современных интерфейсов. И в нашей работе очень важно ориентироваться на молодую аудиторию, внимание которой ухватить непросто, но мы понимаем, что с ней нужно разговаривать на понятном ей визуальном языке. И для этого очень часто приходится изобретать новые жанры диджитал-искусства, которые не существовали до сих пор. Но это стоит того, потому что именно изобретая какие-то новые жанры, основываясь на технологиях и на социальных сетях, на мобильных интерфейсах, мы часто завоевываем многомиллионную аудиторию. Так было с многими нашими проектами. Сейчас мы изобретаем новый жанр, в котором никто никогда раньше не работал. Мы пока что называем его интерактивный дневник. И я хотел бы показать ролик о том, как может выглядеть вот этот новый диджитал-жанр. In September 1941, Kyiv witnessed the murder of thousands of people. Their lives were destroyed, their stories were erased, their names were forgotten. The Soviet government had been keeping the Babin Yar tragedy a secret for many years. These people had already lost their lives, and then they lost their right to be remembered. This is another crime and another murder that took place in Babin Yar. 21st century technologies give us a wide array of tools to bring the people we lost a long time ago back to life. We recall their names, thoughts, dreams and fears. We revive the memory of them. We are going to use all the new technologies in reviving the stories of the Babin Yar victims. We are working on a complex venture, an interactive diary that would fully engage the viewer and evolve based on their involvement in the story. Our interactive diary is a non-fiction experience that places the viewer in the midst of the events and gives him or her a chance to interact with the contemporaries of the tragedy. The diary has a non-linear storyline. The first encounter takes place in the present, and then we progress further back in time, assembling the entire picture piece by piece. The timeline spirals and doesn't have a clear ending. It is an endless leaning curve that the viewer can return to at any time and discover something new for himself and about himself. The audience is not merely observing. The experience consists of interacting with the characters, talking to them, working together to uncover every place of the story. Viewers select the characters and guide the storyline themselves.
We achieve the effect of the reality by using two angles. The viewer sees some parts of the story from his own point of view, but he or she can also look at herself in the story from above. The problem of making a choice is the cornerstone of the project. Once the user faces the same dilemmas as the historical characters, the story becomes a true personal experience. Modern technologies offer a few different ways to revive the people who passed away a long time ago in the memory of our contemporaries. For instance, they can join modern social media, as they did in Project 1917, the first ever social network of the dead. It comprised diaries, letters, and memoirs of tens of thousands of people who lived in the Russian Empire in 1917. A similar digital venture dedicated to the 80th anniversary of the Second World War was launched in Poland. A few thousand people reclaimed their names, faces, and destinies. The fictional project Eva Stories employs a similar approach. The little girl who becomes a Holocaust victim shares her experience through present-day mobile interfaces. This visual language of storytelling brings her tragic story closer to the young audience. Another way to revive a person is to talk to him. Modern neural networks can process everything ever written by a person and model his speech. Our interactive diary is a dynamic world of people who we have once lost. By interacting with them, we bring them back to life and fulfill the key goals of the Memorial Center. On the one hand, this experience tells the stories of the victims and the tragedy that occurred here. But it also gives the audience a close first-hand understanding of what it means to have a life unexpectedly cut short and what is the true value of life. Это один из жанров, который сейчас находится только в самом начале своего пути, который только еще разрабатывается. Я хотел поговорить еще и о другом жанре, который нам куда более хорошо известен, и мы довольно давно работаем в этом жанре. Это жанр мобильного аудиотеатра. Я и моя команда уже в течение нескольких лет производим аудиоспектакли, вписанные в городское пространство, делаем это в разных городах. И для меня Баби-Яр — это место, связанное и с моими личными переживаниями. Я много раз был в Киеве и как раз оказывался в этом самом мемориальном парке, поэтому для меня давно казалось очень важным создать такое аудиопроизведение, которое могло бы погружать человека, который сейчас будет находиться в парке, и создавать некоторое произведение и в его воображении, используя все то, что он видит сейчас перед собой. Давайте я покажу вам небольшой ролик о том, каким может выглядеть аудиоспектакль. This is Blue Champagne, a hit record by Jimmy Dorsey and his orchestra, which tops the Billboard chart on September 27th, 1941. On this day, shooting started in Kyiv, and nobody in the world even knows about them. Mobile Theatre presents a documentary audio performance for individual listening on the spot of the tragedy. On each particular location, a visitor hears about a person who was murdered here or a story of a survivor. Along the way from one location to another, a listener learns about things that were happening on September 29th and 30th. 1941, in completely different parts of the world, with completely different people. Dina Pronicheva is 30 years old. She is an actress in Kyiv Puppet Theatre. At 8 a.m. on September 29th, she is standing in the line for shooting. At the end of the day, when her turn comes, she manages to fall into the ravine before the shot and pretends to be dead. It saves her life.
And this is Serge Lifar. He is 36. He is from Kiev too. He had been living here till the age of 18. Now he lives in France. And on the day of Kiev shootings, he takes part in a performance for German officers at a POW charity event. 15-year-old Ruvim Stein is also standing in the line. But when the female and male lines separate, his mother cries to him, "Run!" And he runs and hides in a pipe, hearing machine gun fire. And this is his idol, Charlie Chaplin. He is running too. On this day, he is playing tennis against famous player Bobby Riggs. The audience applauds. Raisa Dashkevich is 25. While walking to Babin Yar in the crowd, she still believes that it will end well. There still was hope that we will be sent somewhere, that they can't shoot such a mass of people. At the time of the shooting, Raisa passes out. And Marion Miley is 27. She's a golfer and one of the most popular female athletes in the USA. On the day of mass shootings in Kiev, she with her mother arrives to the city of Lexington, Kentucky. Early in the morning, two masked men break into her apartment. Before robbing, they kill Marion with 2 shots and mortally wound her mother. On the following day, this murder makes the newspaper headlines in the USA, Canada, Britain and Australia. For 2 days, Babin Yar has become a place of ultimate concentration of human despair. Immersion into this story and its context is a step toward understanding the scale of the disaster, which had cut short more than 30,000 lives. Благодарю всех. Спасибо большое. Совета за вашу работу, за вашу смелость. Спасибо большое, Михаил. Спасибо, Илья. Вот помимо тех проектов, которые вы видели, у нас еще есть много проектов, которые находятся в стадии обсуждения, разработки. В частности, мы общаемся с замечательными деятелями международными, украинскими культуры, которые согласились, уже выразили свое желание участвовать в этом проекте. Например, Марина Абрамович. Мы с ней говорим про несколько возможных проектов. Карстен Хёллер, это художники, это фотограф, выдающийся, великий украинский фотограф, художник Борис Михайлов, это Томас Оберендер, руководитель Берлин Фестшпиле, драматург, это Алекс Пуц, руководитель самого современного на сегодняшний день центра ШЭД в Нью-Йорке, это Андрей Желдок, замечательный театральный режиссер и многие другие. Но помимо новых проектов и новых способов говорения, конечно же, говорения об этой трагедии, конечно же, нам очень важно правильно систематизировать ту информацию, которая уже существует, добывать ее и превратить это в единую доступную широким слоям населения систему, как бы базу данных, библиотеку. Об этом проекте, о проекте библиотеки, о проекте коллекции расскажет руководитель этого направления Олег Шавенко. Здравствуйте. Сейчас будет короткий ролик, который расскажет о духе этого проекта. Затем я расскажу об его составляющих. Library, the place that sparks curiosity and regenerates history. Here at Babin Yar Foundation, we aim to create the biggest repository of Holocaust materials in Eastern Europe. Our research team is constantly discovering and processing the massive amounts of data related to the Babin Yar tragedy, Holocaust, and the Jewish population in Ukraine since the beginning of the 20th century. Unique database of photographs, maps, documents, scans, letters, articles, books, newspapers, and videos formed from personal and governmental archives that survived war, occupation,
and the Soviet regime. All the information is carefully sorted, tagged, and managed, providing a dedicated space to organise your research. Create your own collections, request materials from our research team, or start with one of the collections that our members have put together for you. Additionally, our verified members will have the unique access to external databases, providing unlimited options to research. Whatever path you choose, Babyn Yar Digital Library is ready to explore. Для очень многих людей тяжело ограничиться парой страниц Википедии для того, чтобы понять глубоко какое-то явление. Особенно, когда речь идет, например, об исследователях, журналистах, ученых, студентах или потомках, переживших Холокост. Мы в рамках нашего проекта дадим им доступ к книгам, статьям, фотографиям, видео, библиографиям, архивным документам и индексам артефактов, которые мы постараемся собрать в одном месте и представить в едином виде, также дав этим пользователям возможность делать с ними то, что обычно доступно во всех популярных социальных сетях в интернете. Ставить лайки, делать закладки, оставлять комментарии и так далее. Таким образом, мы хотим сформировать комьюнити людей, которые со всего мира будут работать даже, возможно, впоследствии над тем, чтобы наполнять нашу библиотеку так же, как и мы сами. Естественно, все это под руководством ученых и экспертов. На первом этапе, к перезапуску нынешнему сайта, мы сделаем разве что только презентацию, потому что очень много задействовано в этом проекте институций будут и подрядчиков, и технологий. Далее мы к сентябрю создадим прототип и проведем 2 фазы тестирования, которые к марту следующего года приведут нас к тому, что мы получим по возможности готовый продукт. Что же касается взаимодействия всех департаментов нашего центра, то мы постараемся выстроить это таким образом, чтобы все знания, которые мы генерируем, изначально попадали в один архив. Это очень легко сделать, когда он маленький. В дальнейшем этим обслуживанием этого архива займется специальная архивная служба. Следующим направлением, которым мне посчастливилось заниматься, является коллекция. На видео вы видите одну из достаточно уникальных фотографий из личного архива Адольфа Гитлера, сделанную его личным фотографом, который позже был осужден на Нюрнбергском процессе. Всего у нас сейчас находится, мы начинали с нуля, у нас сейчас находится около 12 тысяч цифровых копий разнообразных фотографий, в том числе 2000 физических копий, из них 200 очень редких фотографий, как, например, эти 7, которые вы видите на экране. Они были на пленке сержанта Люфтваффе, и на одной из них, которая находится в левом нижнем углу, изображены евреи, которые роют могилу. Это достаточно уникальная фотография, которая описывает то, что произошло с евреями в городе Золочев, на территории тогдашней Польши, нынешней Украины. Вступив в город 2 июля, германские войска спровоцировали погром, который привел к тому, что 3000 евреев было убито. Община еврейская, которая существовала в городе с 16 века, прекратила свое существование. Конечно же, не только поиск старых вещей важен для нас, но и издание книг. Так, например, в этом году, уже совсем скоро, буквально этим летом, мы впервые совместно с издательством «Дух и литера» поддерживаем издание знаменитейшей книги «Черная книга» Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга без купюр. Также мы издаем «Банальность зла» Ханны Аренд, поддерживаем точно так же с «Духа литера», и Владимир Еврейский об истории общины евреев в городе Владимир-Волынский. Мы уже успели издать 3 книги. Среди них всемирно известный комикс «Маус», написанный Артом Шпигельманом по воспоминаниям его отца. И это единственный комикс, удостоенный Пулитцеровской премии. Кроме того, это графическая адаптация дневников Анны Франк и «Геноцид» Адама Джонса. Очень глубокое и обстоятельное исследование о природе геноцидов. На этом я заканчиваю. Благодарю вас всех. Спасибо, Олег. Теперь мы перейдем к, наверное, на данный момент все равно самому важному, я думаю, что не только на данный момент, самому важному направлению, которое у нас есть, к направлению историческому, потому что все
что вы видели в предыдущем блоке проектов, конечно же, прежде всего базируются на истории, на частных историях, на фактах. И вот, собственно, про это направление нам сейчас скажет несколько слов наш генеральный директор Максим. Пожалуйста, представит его. Спасибо, Илья. В декабре Илья сформулировал идею создания 2 научных институтов. И сейчас я рад представить заместителя генерального директора по науке и образованию Руслана, который сделает короткий обзор проектов научного направления и представит руководителя департамента. Руслан, тебе слово. Дякую, Макс. Доброго дня усім. Я радо представлю вам частину нашої наукової команди. Як ви знаєте, на початку цього року ми започаткували 2 науково-дослідних інститути. Інститут вивчення Голокосту у Східній Європі та Інститут території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру. Ці інституції працюють у тісній взаємодії з Міжнародною науковою радою фонду у рамках нашого базового історичного наративу. Над проектами в інститутах працюють близько 1,5 десятка науковців-істориків. У них в роботі 15 проєктів на даний момент. Ключові з них ми зараз вам коротко представимо. Першою я попрошу до слова керівника дослідницької групи проєкту «Імена» Анну Фурман. Руслан, спасибо. Хочу всех поприветствовать. Добрый день и поблагодарить за возможность рассказать о проекте. Those are the names of the people that ended up being executed in the Babin Yar. And you can see those empty spots, like here and here, everywhere actually. Our research team performs the massive digitalization of the previously unexamined data, forming the complete picture of the Kiev population during the 1941 to 1943 occupation, processing file cabinets, registry office archives, personal collections, memoirs, evidence of allegations, interrogation records. We create the missing links that form a new database of the Babin Yar tragedy. Comparative analysis and complex approach helped us to restore unknown facts on 834 victims within just a couple of months. The ongoing research constantly recovers new connections, revealing the enormous impact of the Babin Yar tragedy on the city nowadays. So we are constantly working to make all lost names to be found, because every life matters, and no one deserves to be forgotten. Проект «Имена» имеет несколько тесно связанных между собой целей. Безусловно, это поиск имен жертв трагедии, которые не были обнаружены ранее. Это верификация имен, дополнение и расширение существующей информации о людях, которые были описаны раньше в мартирологах и книгах памяти. Это их уточнение, восстановление картины населения города Киева. Я бы хотела поделиться с вами нашими результатами работы за первое полугодие. Была сформирована команда научных сотрудников, а также технических специалистов. Мы подписали меморандумы с 3 государственными архивами в городе Киеве. Учеными были проработаны 116 архивных фондов. На базе опубликованных раньше книг памяти и архивных списков была составлена единая унифицированная таблица с именами жертв трагедии, которая скоро будет представлена на сайте. Безусловно, мы будем дорабатывать эту базу. В ходе верификации нам удалось подтвердить информацию более чем 3000 имен и семей, а также определить имена 834 жертв трагедии, которые ранее были неизвестны, что впоследствии мы будем подтверждать и отсутствовали в мартирологах. Впервые в истории Украины мы масштабно оцифровываем архивы и другие учреждения, которые касаются нашей тематики. Это метрические книги ЗАГСов, различные картотеки, личные дела, фонды городской и районных управ, карточки снабженцев. Благодаря этому мы можем составлять уникальную, неизвестную прежде систему связей между людьми от прошлого к современности.
семьях, быте и окружающей среде. Каждый желающий сможет узнать новые сведения о своих родственниках либо близких людях, и к нам уже обращаются с такими запросами. Особый интерес у нас вызывают ранее неизученные материалы, например, картотеки. Мы уже оцифровали 105 тысяч карточек трудовой картотеки периода оккупации города Киева, деятелей культуры и искусства, содержащие персональную информацию. Также мы оцифровали фонд 2412 «Музей-архив переходного периода». В этом году нам предстоит оцифровать еще более чем 200 тысяч документов. Мы поставили себе такую амбициозную задачу. Иногда мы выявляем совершенно уникальные вещи в архивах, которые ранее не были спрятаны, поскольку в Украине очень много достойных материалов. Все это станет впоследствии частью большого архива фонда. Поможет узнать больше правды о том, что на самом деле произошло в Бабьем Яру, и создаст уникальный материал как для историков со всего мира, так и для общественности. Спасибо за внимание. Дякую, Аня. Наш наступний проект стосується збереження свідчень праведників. Ви знаєте, що загалом з часу Другої світової війни Яд Вашем визнав близько 2700 праведників з України. Ми намагаємося зрозуміти, скільки їх зараз. Це дає можливість не тільки записати їх свідчення, зробити копії архівних документів, фото, але також це дозволяє нам запустити програму підтримки праведників. Наприклад, ми це зробили під час карантину з березня місяця, і це той час, коли людям це найбільше потрібно. Ми також ініціювали проєкт «Лист праведнику», в якому запрошуємо усіх бажаючих написати їм слова подяки. Це гарний проєкт, який дозволяє цим героям відчути, що ми пам'ятаємо і цінуємо їхні вчинки 78 років тому. Эти два слова стали жутким, зловещим символом. Бабий Яр – это было совершенно другое понятие. Но я читала только на украинском языке о том, что все евреи должны завтра утром к 8-9 часам прибыть туда, на Мельниково. Мы где-то часам к 12 узнали, что их расстреливают. А ваши соседи, они как бы знали или догадывались, что вот вы прячете двух евреев у себя дома? Да, они тоже это делали. Мама ее потом отправила в сквер к бабушке. Там какая-то нашлась землячка, что она знала маму мою. И она вышла на рынок и кричала, что Михайлова прячет жидівку. Так ми спасли тих людей. І я довольна, і я рада, що вони живі, здорові, їх вже стільки є, внуків їх вже. Наступною попрошу до виступу керівника проєкту «Усної історії. Голоси» доктор Гелінада Грінченко, професор Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Здравствуйте. Наш проект «Голоса» – это инициатива по организации, записи и архивированию устных историй о войне и Холокосте в Украине. Наши собеседники – это в первую очередь свидетели Второй мировой войны и их наследники, а также люди, которые на протяжении послевоенных лет пытались сохранить и увековечить память о Холокосте в Украине. Мы записываем интервью на территории всей Украины и стараемся услышать буквально всех, кто хочет поделиться своими воспоминаниями и размышлениями о войне и Холокосте, о дружбе и предательстве, о зле и добре, о невероятно сложном и многогранном военном опыте. Мы записываем устные истории строго научным методом, при этом стремимся зафиксировать не только и не столько информацию о прошедших событиях, сколько смысл и значение этих событий, какими их видят и какими их помнят наши рассказчики.
Помимо непосредственно устных историй, мы собираем также документальные материалы, которыми с нами очень часто хотят поделиться и делятся наши собеседники. Это фотографии, это дневниковые записи, это различного рода иные документы, справки и артефакты. У каждого рассказчика мы обязательно просим разрешения на использование его интервью в академических и просветительских целях. Мы составляем паспорт и протокол интервью, а также обязательно расшифровываем каждую записанную историю. Помимо записи новых интервью, наш проект предполагает также поиск и каталогизацию всех записанных ранее устных историй, которые сейчас хранятся в различных мировых коллекциях. Я имею в виду устные истории о войне и о Холокосте в Украине. Таких историй на сегодня существует порядка 5000. Мы со своей стороны, силами своей команды, стараемся записать, собрать порядка 1500 историй. На сегодняшний день нами уже записаны интереснейшие устные истории. Например, Владимира Проуничева, сына Дины Проуничевой. В своей истории он рассказывает о матери и о себе. Устную историю Ларисы Багаудиновой, той девочки с известной фотографией 1950 года, которая сидит на склоне Бабьего Яра. Сейчас эти небольшие отрывки вы увидите в интервью. В небольшом видеофрагменте. Мы собираем эти истории в едином онлайн-архиве, где каждый желающий сможет увидеть, прослушать и прочувствовать эти истории. Были развешаны листовки, что все евреи должны собраться в одном месте. Не думали, что на расстрел? Думали, что в Палестину будут отправлять? Мама пошла с бабушкой. И меня взяла с собой. Потому что я думал, что я ничего не пережил особо. С кастетами, с цепями, со всеми избивали, как только могли, и палками, и вот народ, проходящий туда. Они раздевали уже их полностью догола, снимали все. Могли расстрелять, но Бог сохранил меня. Большое спасибо за внимание. Дякую, пані Гелінадо. Про проекти Інституту вивчення Голокосту у Східній Європі ми почуємо від директора Інституту Андрія Рукаса, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Прошу, пане Андрію. Доброго дня! Мене звати Андрій Рукас. Як Руслан вже сказав, я доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в структурі меморіального фонду я маю честь очолювати Інститут вивчення історії Голокосту в Східній Європі. Інститут є молодим підрозділом в структурі меморіального фонду, він з'явився фактично в лютому цього року, а в рамках інституту на 2004 рік була реалізація цілої низки наукових проєктів. Передусім, це оцифрування, розшифровка, переклад і підготовка до публікації пісень, які були складені в'язнями гетто в румунській зоні окупації в роки Другої світової війни. У цих фактично народних піснях поетичною і музичною мовою описується страждання єврейського народу в роки Другої світової війни. Ці пісні були записані на фонові валики у перші післявоєнні роки під час роботи єврейської етнографічної експедиції. Однак в подальшому внаслідок радянської політики, державного антисемітизму, розгрому Кабінету єврейської історії, етнографії при Академії наук, ці записи опинилися фактично у секретних сховищах. Доступ до них був надзвичайно обмежений, а через деякий час про ці записи просто забули. Нам пощастило записи ці знайти, і ми збиралися їх оцифрувати, розшифрувати, зробити переклад українською мовою, можливо навіть знайти поета-перекладача, який може ці пісні адаптувати в українські вірші і підготувати цю публікацію до друку. Ще один проєкт пов'язаний з публікацією архівних матеріалів. Ці матеріали розповідають про історію Павлівської психіатричної лікарні імені Павлова в Києві, пацієнти якої стали одним із перших жертв Бабиного Яру. Ці матеріали зберігаються в архіві Служби
безпеки України, і до цього часу вони не публікувалися. А ця архівна кримінальна справа цікава тим, що спочатку медичний персонал, лікарів і медичних сестер цієї лікарні, радянські органи державної безпеки після звільнення Києва в 1944 році заарештували і їм інкримінували допомогу окупаційному режиму, що, мовляв, вони працювали на нацистів, але через 2 роки справу переглянули і навпаки їх звільнили від усіх звинувачень і визнали такими, що навпаки допомагали в'язням уникнути смерті. Тому ця справа є, окрім того, що вона є невідомою, вона таким чином є і дуже унікальною. Наступний проєкт, який реалізується в рамках Інституту вивчення Голокосту, має назву «Хроніки Голокосту». Його основною метою є не тільки укласти в хронологічному порядку інформацію про злочини Голокосту, але й привернути увагу громадськості, показавши, що вбивства євреїв відбувалися систематично кожного дня впродовж тривалого періоду часу, починаючи як мінімум з 1939 року, початку Другої світової війни і до останнього дня Другої світової війни в Європі. Сьогодні громадськість найчастіше згадує про жертв Голокосту кілька разів на рік. Згадує кілька разів на рік на Міжнародний день пам'яті Голокосту 29, пам'яті жертв Бабиного Яру 29-30 січня. Натомість кожен з 366 днів календарного року є днем пам'яті жертв Голокосту, адже немає такого дня, коли б не відбувалися вбивства. І таким чином ми хочемо не тільки задокументувати вбивства в період Голокосту, але і привернути увагу громадськості до того, що кожен день є днем пам'яті жертв Голокосту. Ще один проєкт, який реалізується в рамках інституту, є певною мірою аналогічним проєкту «Хроніки Голокосту». Він має назву «Хроніки окупації Києва». Метою цього проєкту є продемонструвати так звану буденність зла, адже в той самий час, коли в одному місті вбивали людей, в іншому місті торгували ялинковими прикрасами на Новий рік, в кінотеатрах йшли веселі комедії, а в театрах прем'єрні спектаклі. Для цього проєкту «Хроніки окупації Києва» буде залучений широкий масив архівних матеріалів, періодичної преси, спогадів, щоденників, різноманітних документів. Тобто це буде такий, знаєте, інтерактивний, багато ілюстрований проєкт. Це основні проєкти, які реалізуються в рамках Інституту вивчення історії Голокосту в Східній Європі цього року. Дякую за увагу. Дякую, пане Андрію. Наступного прошу доктора Владислава Гриневича, директор нашого Інституту території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру, який є провідним науковим співробітником Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук. Пане Владиславе. Високоповажні члени наглядової ради, шановні колеги, доброго дня. Мене звуть Владислав Гриневич, я представляю академічну частину проєкту. Зазначу, що наукова складова від самого початку відігравала, відіграє і далі буде відігравати принципово важливу роль у реалізації масштабного проєкту розбудови музею Голокосту. І це зрозуміло, адже і створення концепту, і подальше функціонування музею, взагалі усіх, і успіх проєкту можуть відбуватися лише за умов наявності міцного наукового ґрунту. Ми, науковці, саме ті, хто цей твердий ґрунт для успішного розвитку проєкту творять. З вашого дозволу, спочатку кілька важливих зауважень про спадковість наукової традиції в центрі. Надзвичайною подією стала організація 2017 року в рамках діяльності Центру Міжнародної наукової ради, до якої війшли відомі в Україні і в світі дослідники історії Голокосту, Другої світової війни, спеціалісти з Memory Studies. Наукова рада відіграла визначну роль у розробці, обговоренні та прийнятті базового історичного наративу, який концентрує в собі головні відомості з історії Голокосту, вписуючи, зокрема, українські події в загальноєвропейський контекст. Нині Міжнародна наукова рада залишається авторитетною і ефективною діючою площадкою для обміну думками між науковцями
і підтримки відкритого діалогу. Поряд з цим, сьогодні ми впевнено можемо говорити також про якісно новий етап у розвитку академічної складової проєкту. Мова йде про створення двох науково-дослідних інститутів – Інституту історії Голокосту та Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру. Як можна судити вже з самої назви, Інститут дослідження Бабиного Яру опікується царинами історії та пам'яті. Загальновідомо, що історія, як і політика, завжди бере початок із певного місця, території, де відбулася та чи інша подія. Відтак, осмислення трагедії Бабиного Яру потребує ретельного вивчення особливостей функціонування та розвитку його території, саме як матеріально-історичного джерела, причому у найширшому хронологічному вимірі, від стародавніх часів і до сьогодення. Однак не менш важливим є також осмислення сповненого різноманітними смислами ландшафту пам'яті Бабиного Яру, адже Бабин Яр належить до тих унікальних місць, які можна назвати простором досвіду, і де у метаісторичному сенсі немовби сходяться одночасно минуле, сучасне і майбутнє. Тепер про наш головний проєкт. Ми розпочали і впевнено рухаємося у напрямі реалізації масштабного завдання – творення ілюстрованої енциклопедії «Бабин Яр. Територія та ландшафт пам'яті». Основна ідея у тому, аби представити, уперше у світовій науці, узагальнені зведення впорядкованих, систематизованих, концептуально організованих та науково апробованих відомостей з історії Бабиного Яру як символу Голокосту та інших трагедій. Структурна наша енциклопедія будуватиметься за системним, тематичним принципом. Її корпус створитимуть різні за обсягом і типом статті – оглядові, довідкові, дефініції термінів і понять, а також різні за типом історичні джерела. Принципово важливо, я би сказав, ключову роль в енциклопедії відіграватимуть візуальні та картографічні матеріали, світлини, мапи, твори образотворчого мистецтва, живопис, культура, графіка. За допомогою QR-кодів читачі енциклопедії матимуть можливість побачити і послухати очевидців трагедії Бабиного Яру, дізнатися про думки всесвітньо відомих експертів з тих чи інших важливих питань, переглянути кадри документального і художнього кіна, музичних творів. Друковану версію енциклопедії надалі доповнить інтерактивна онлайн-версія, що не тільки суттєво розширить читацьку аудиторію, але і розвиватиме цей важливий проєкт, формуючи довкола нього міждисциплінарне фахове і суспільне середовище. Надзвичайно важливим також є й те, що, власне, сама робота над енциклопедією та її матеріали допомагатимуть формуванню змістовного наповнення і художнього оформлення експозиції майбутнього музею. Тобто, творитимуть той міцний науковий ґрунт, про який я говорив на початку своєї промови. Цей проєкт творитиметься солідарними зусиллями багатьох провідних науковців України і світу, спеціалістами з різних галузей знання. Авторами енциклопедії, ясна річ, будуть також і співробітники нашого інституту. І ще одним архіважливим проєктом, над яким ми працюємо, і результати якого сподіваємося представити вже восени, є анотована бібліографія публікацій з проблематики Бабиного Яру. Парадоксально, але факт. За всі минулі десятиліття такої роботи не було проведено, а потреба в ній однозначно величезна. Це будуть зібрані матеріали різними мовами – українською, російською, англійською, німецькою, їдиш, іврит та інше. Насамкінець зауважу, що діяльність обох науково-дослідних інститутів провадиться на підставі відкритої і академічної доброчесності, взаємодії з усіма структурними підрозділами центру. Ми також працюємо, як я вже зазначав, у найтіснішій взаємодії з Міжнародною академічною радою і є абсолютно відкритими до діалогу з усіма зацікавленими інституціями та експертами як в самій Україні, так і в світі. Дякую за увагу. Дякую, пане Владиславе. Наступний блок у нашій презентації – освіта. Основні принципи цього напрямку – це розвиток у молоді кроспредметного уявлення про історичні події, вміння критично оцінювати і аналізувати історію, розробка навичок роботи з онлайн-інструментами по вивченню історії, не лише зі шкільними підручниками,
вміння працювати над індивідуальними і над груповими дослідними проектами. Ми в цій сфері працюємо вже над кількома пілотними проектами. Наш головний радник з питань освіти і технологій, доктор Борис Беренфельд, зараз так сталося, що карантин застав його у Мексиці, і я попросив його записати для нас відео з представленням проєктів освітнього напрямку. Уважаемые члены наблюдательного совета, прежде чем представить вам два образовательных проекта, над которым сейчас работает наша группа, я хотел бы сделать очень короткий экскурс в педагогику и немного в историю. Геноциду практически всегда предшествует фальсификация истории. Так режимы, особенно тоталитарные, пытаются оправдать свое существование и еще хуже – свои действия. Необходимо принципиально иначе учить детей истории. Историческое обучение должно быть прежде всего деятельностным, исследовательским, основанным на работе с первоисточниками. Очень важно, чтобы школьники участвовали непосредственно в формировании мемориальной культуры своего народа. Именно с этой целью мы в данный момент разрабатываем очень интересный интернет-продукт, который называется «Коллаборативная карта памяти». Школьники совместно, работая в сообществе, которое может быть распределено географически по всему миру, собирают исторические данные с помощью своих мобильных устройств, которые агрегируются у нас на сервере и видны в виде различных слоев на карте. Подробнее я скажу об этом позже, а пока позвольте перейти к двум проектам, над которыми мы сейчас работаем. Один из них называется «Цифровая экспедиция в малые музеи Украины». Точное число их неизвестно. Они могут быть в школе, это может быть частная коллекция, это может быть несколько комнат в синагоге. В Украине к этому большому списку добавляется цепь краеведческих музеев, которая осталась практически в каждом областном центре еще с советских времен и, к сожалению, мало изменились. Так вот, наши школьники будут пытаться найти в этих музеях интересные экспонаты, документы, физические экспонаты, произведения искусств, которые относятся к периоду 1939 по 1945 год. Для начала мы создадим примерно 20 альянсов уже в этом году. Школа, музей, эксперты. В следующем, 2021 году, мы планируем расширить количество этих альянсов до 100. Что очень важно, что это цифровая экспедиция. Мы поможем по оборудованием и школам, и музею. Мы их оцифруем. Это значит, что найдутся ключевые слова, которые как теги будут храниться в нашей базе данных, и таким образом эти документы будут доступны для поиска. И они таким образом вернутся в мировое художественное музейное наследие. Сейчас практически ничего найти онлайн невозможно. Второй проект мы называем «Красной точкой памяти». Я бы хотел показать вот эту иллюстрацию. Это кадр из фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Вы, наверное, помните, что фильм черно-белый, сделан в очень грустных, даже угрюмых тонах. Но там есть одно цветное пятно. Это красное пальто этой очень милой маленькой белокурой девочки. И Спилберг дает нам понять, что эта красная точка, этот образ, он запечатлелся в мозгу, в памяти Шиндлера, видимо, навсегда, и определил все его дальнейшие действия. Мы думаем, что в голове, в памяти каждого, кто пережил войну и Холокост, есть, по крайней мере, одна такая красная точка. И мы очень хотим сохранить их для потомства. Все это, и данные из музеев, и красные точки памяти соберутся на нашем портале. В центре этого портала уникальный продукт – это многомерная карта памяти. Почему многомерная? Как у каждой карты, у нее есть широта и долгота. Мы добавляем еще одну координату времени. Эти карты можно листать по неделям, по месяцам, по годам.
На эту карту будут наложены исторические материалы. Положение армии, линия фронта, плотность населения, как она менялась по годам, в том числе и еврейского. Но мы добавляем на эту карту очень важные измерения. Четвертое измерение, вот эти красные точки памяти, это измерение эмоций, это измерение скорби, это измерение грусти, отчаяния или даже радости. Все было в это время. Мы создаем, что называется, человеческое измерение у этой исторической карты. Потом на него наложатся новые слои. Каждый краудсорсинговый проект, мы надеемся, что их линейка будет, ну, хотя бы 10-20, может быть, со временем больше. Это новые слои на карте. И все эти слои будут разговаривать друг с другом на программном уровне, позволяя делать исторические исследования. И что очень важно, комьюнити, сообщество, которое будет формироваться, сможет оставлять какие-то комментарии, верифицируя или, наоборот, отрицая то, что там есть. Таким образом, эти все на карте воспоминания и фотографии, и документы будут или повышаться в рейтинге, или понижаться. И тогда школьники смогут понять, что историческая истина – это не то, что они видели, слышали или даже прочли. Это то, что представлено сообществу экспертов или принято ими, или отторгнуто. Если принято, оно становится новым историческим знанием. Вот так выглядят два наших проекта, и так выглядит наш портал. Спасибо за внимание. Дякую за увагу. Це були проекти блоку науки та освіти. Руслан, спасибо. И в заключение я хочу еще раз представить вам команду минутным роликом. Такая большая рана, которая находится в Киеве, которая находится у тебя под ногами. Что может значить для человека війна, смерть? Через дослідження минулого, за допомогою сучасних методів ми можемо багато дізнатися про себе. Для того, чтобы лучше понять, кто мы такие, откуда мы, каким будет наше будущее. Холокост для меня это персонально, потому что на территории современной Беларуси и Центральной Украины погибло очень много родственников. Это прежде всего про память. Мотив і діяння зла. Можливість глибше відчути цінність життя іншої людини. Это действительно возможность что-то изменить и сделать что-то важное. Уважение к другости другого – это очень широкая вещь, когда мы уважительно относимся не только к другому человеку, но к любому проявлению жизни. Мене звати Оля Дацюк. Я Регина Кишевар. Я Антон Перов. Олеся. Дмитрий. Дима. Дана Камышан. Светлана Галата. Даша Журовская. Виктория Черняк. Анна Шведа. Ирина Кудря. Заславская Имена. Анна Фурман. Володимир Шевченко, Валерій Милосердов, Новаковский Дмитрий. Максим Ковер. Настя Зарасила. Ярослава Ковальчук. Надя Пожарская. Олег Шаенко. Спасибо большое команде. Натан, вам слово. Макс, большое спасибо. Прямо скажем, это заняло много времени. Представление проекта, я думаю, очень важно нам, наблюдателям совету, увидеть, ясно представлять, в каких именно направлениях идет разработка нашего проекта. Тем более в свете многочисленных измышлений о том, что мы собираемся превратить Холокост в Диснейленд. К сожалению, было очень много статей под такими заголовками. Я думаю, невозможно не слышать с волнением то, что молодое поколение ученых нам представило. Большое спасибо. Значит, дорогие друзья, нам надо будет еще утвердить бюджет и оперативные решения, которых Макс скажет, но тем не менее, конечно же, мы должны дать возможность, если членам наблюдательного совета выразить свои замечания, впечатления и так далее. Пока что у меня сюда пришла просьба от Славы Вакарчука сказать несколько слов. Слава, если вы меня слышите, возможно... Так, я вас чую, тільки я себе не бачу. Дайте мені секунду, я не розумію. Ми бачимо вас. Ми вас... Я просто зараз, чекайте секунду.
Віка, я себе не бачу, мені треба говорити. Ти можеш мені включити, де тут я? Зараз я хоч гляну, де я. Це ви себе можете бачити кожен день. Всім привіт. Я хотів би, по-перше, подякувати за дуже цікаву і я б сказав, неординарну презентацію. Все, що було сказано, воно насправді потребує глибокого осмислення. І я хочу сказати, що робота, яку було зроблено, дуже велика. Вона справді сучасна, і видно, що з всіх вимірів хлопці і дівчата, які брали участь в цьому проєкті, підходили. Це те, що я хочу оцінити і сказати, що це дуже важливо. Друга річ, яку для мене, мені здається, дуже важливо, мені особисто, як людині, яка прийшла в цей проєкт з конкретною місією, я хотів би ще раз наголосити на тому, що наша задача зробити так, щоб цей проект вирішив, окрім емоційної, моральної задачі, яка є номер один і дуже важливою, це задача пам'яті, задача увіковічнення трагедії і зробити так, щоб ніколи більше ми не поверталися, щоб фактично пам'ять стала такою, щоб ніколи більше такі трагедії не могли повторюватись. Але також для мене особисто, я думаю, для всіх нас важливо зробити так, щоб Україна в цьому контексті отримала великий позитив і велику, я би сказав, це для мене, мені здається, що це велике геополітичне значення має цей проект. І я дуже хотів би звернутися до учасників, власне, і наукової частини, і художньої частини з проханням пам'ятати, що цей проект важливий для України як для держави, і для українців, як для громадян, як і все-таки, як для всіх людей всього світу. Я нагадую, що моя бабця, прабабця Ксенія, вона теж в свій час мала досвід переховування двох єврейських своїх знайомих дівчат в Могилів-Подільському. Я добре знаю, що це таке, і для мене це теж персональна історія з іншого боку. І мені дуже важливо, щоб, власне, оця українська пам'ять, український інтерес тут були якомога більш широко і справедливо представлені. Це те, що я хотів додати. Я взагалі подякувати за історію. Єдине, що ще момент, тут був дуже такий дуже щепательний момент про те, що відбувалося в 41-му році, в той самий час, коли розстрілювали в Бабиному Яру людей. Я розумію, що ми сьогодні про інше, але хочу нагадати вам, що і сьогодні, коли на сході нашої країни розстрілюють людей, а в інших країнах відбуваються звичайні події, і кожен займається своїми справами. Давайте про це теж пам'ятати, і наша місія пам'ятати, що хоча трагедія саме, власне, Голокосту, я сподіваюся, на все життя залишилась позаду, але інші сучасні трагедії, які розгортаються в різних точках світу, зокрема в Україні сьогодні, що мене особисто болить, є теж важливі, і, можливо, нам потрібно в наших дискусіях якісь проводити паралелі між сучасністю і тими подіями, які відбувались тоді. Тому що я думаю, що ми всі добре розуміємо історію, і ми дуже добре розуміємо, що все починається, як сказав правильно один з достойних відповідачів, з фальсифікації історії, з спотворених наративів, з маніпуляцій політиками, які деколи навіть приходять до влади легітимним способом, а потім з цього починається трагедія. Давайте пам'ятати про те, що у нас і сьогодні відповідальність. Дякую. Дякую, Слава, спасибо. Дорогие друзья, в связи с тем, что Слава упомянул о важности того участия Украины в этом проекте, я только хочу напомнить, не только мы делаем усилия для того, чтобы привлечь в общественный совет видных представителей, но для нас, как наблюдательного совета, очень важно, чтобы представители президента и правительства участвовали в нашей работе. Именно в связи с этим я лично встречался, мы в свое время приглашали президента Порошенко назначить своего представителя. Я лично встречался с нынешним президентом Украины с этой просьбой и недавно направил ему письмо, беседовал об этом с министром иностранных дел. Я думаю, это наше желание, совместное желание, что как было бы важно, чтобы в нашей работе наблюдательного совета
принимали участие представители президента и правительства. И это правильный подход, в отличие от требований некоторых людей, чтобы проект стал государственным. Такого рода проекты никогда ни в какой стране не были успешными, если не были государственными проектами. Я очень надеюсь, я думаю, что мы повторим это наше обращение к украинскому правительству и президенту назначить своего представителя в наш совет. Если кто-то хочет по этому поводу высказаться, Максим, пожалуйста. Максим, вы меня слышите? Да. Ну, я могу здесь только повторить о том, что мы направили письмо, и, возможно, Леонид Макарович, как новый человек в наблюдательном совете, выскажет там свою позицию по этому поводу. Да, тоже президент Украины сейчас. Алло. Друзья, очень коротко, если Леонид Макарович сейчас буквально паузу взял, хотел вас проинформировать по поручению официальное письмо, направленное от фонда «Бабий Яр». Я передал Зеленскому и еще раз озвучил в устной форме, на что получил ответ, что в ближайшее время будет сформирована позиция, и представитель президента, они выйдут с предложением того человека, кто будет представителем президента в наблюдательном совете «Бабий Яр». Ну, будем ждать, в ближайшее время такую информацию. Только лишь хотел проинформировать. Да, нет, спасибо, очень важно. Можно? Да, пожалуйста. Я первое скажу, что Александр Квашневский говорит. Слышно или? Хорошо. Привет всем. Пане президент. Натан, спасибо. Очень коротко. Первое, что очень сильное впечатление дала эта презентация. Я думаю, что важно, что она идет в так многих направлениях, очень важных, потому что и исторических, и образования, и художественных. Есть там много эмоций. Это для меня очень было интересно и очень важно. Второе, я очень впечатлен тоже тем, что это группа людей, которые нам говорили, большинство очень молодые, это молодое поколение. Это поколение людей, по-моему, где-то 30+. И это тоже важно. Это знак, что символ, что это история Холокауста, она для этих людей важна, она важна для молодого поколения Украины и украинцев. И думаю, что есть в этом наш большой шанс, что мы работаем, идем в направлении таких больших интересов молодых людей. И третье, я хочу поддержать очень то, о чем Натан, наш председатель, говорил. Нам хорошее сотрудничество с правительством, с президентом очень нужно. И очень было хорошо, чтобы от имени президента и правительства были его люди в составе нашего комитета, чтобы мы могли сотрудняться на таком ежедневном уровне. И думаю, что сегодня должен быть голос нас всех как совета, что мы еще раз приглашаем и просим президента, чтобы дал своего человека, тоже правительство, и что было бы хорошо сделать это быстро, потому что для успеха проекта они нам нужны в таком формате нашего проекта, в котором принимает участие, конечно, и правительство, и государство. Спасибо. Спасибо, пане президент. Очень приятно всегда вас слышать. Мне тоже. Могу я тоже спросить, сказать пару слов? Ирина Бокова. Да, Ирина, да. Да, спасибо, Натан. Я действительно очень впечатлена. Хорошо, что у нас есть такое заседание совета, потому что как-то, я не скрою, я была очень обеспокоена теми критиками, которые были в адрес и проекта, и нашей работы. Макс знает об
о моей, так сказать, тревоге. Я думаю, что важно, во-первых, правительство, конечно, что была такая связь, потому что иметь два параллельных проекта как-то, мне кажется, это вообще не вяжется. И Министерство культуры, и других государственных учреждений. Но мне тоже кажется очень важным, чтобы у нас был этот общественный совет. В конце концов, это общественность, это ученые, это культурные деятели, это историки, это вся общественность Украины должна была не только в курсе, но должна была как-то вовлечена посредством вот этого общественного совета. А вообще, действительно, очень впечатляюще. Я поздравляю весь экип, который представил нам эти проекты. Я пошлю тоже со своей стороны, потом я не хотела бы сейчас очень много времени занимать, но меня очень интересует образовательный проект. Может быть, вы знаете, что когда была в ЮНЕСКО, я вела очень большую работу по образованию по Холокосту. И мы делали в 11, 12, 13, у нас специально были разработки, как, так сказать, обучать и ввести в образовательный процесс вот эти темы, которые иногда воспитатели говорят, что это трудно там в начальном образовании, потом. Так что очень интересная работа уже была. И, может быть, она послужит также экипу какие-то наводящие вот такие принципы, чтобы воспользоваться этим потом в работе. Ну, действительно, я поздравляю, очень, очень хорошая работа была сделана. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ирина, очень важно это услышать. Дорогие друзья, мне трудно видеть на экране, но я не получил никаких других. Леонид Макарович хотел сказать. Но я не вижу. Ну, перш за все, два слова тільки. Ну, перш за все, я нова людина, і природньо для мене було дуже цікаво послухати презентацію. Дуже цікаво. Глибокою, виваженою. Я багато читав до цього про проєкт. Ну, різні думки, критика, різна критика. Але після сьогоднішньої презентації я одержав відповідь на багато і на багато запитань. Я став більш освічений в цих питаннях. І я дякую за цю зустріч, за таку цікаву розмову. Дійсно, мені хотілося б, щоб в музеї була ідея проєкту на людському рівні. Не тільки на науковому, це важливо, на освітньому, на історичному, а на людському. Як жили люди, як вони переживали, і як нам потрібно жити, які висновки робити. Це дуже важливо. А в цілому я хочу подякувати вам за те, що мене запросили до участі в Раді. Ну, я бачу своїм завданням діяти так, щоб було корисно і для мене, і для справи. Дякую. Дякую, пане президент. Это дуже приятно. Мы очень рады, что вы участвуете в нашей работе. Значит, дорогие друзья, во-первых, я думаю, что лучший ответ на ту критику, к которой надо относиться, естественно, очень внимательно, это сами проекты. И я думаю, что презентация, которую мы увидели, отвечает на многие вопросы. И действительно, я хочу согласиться с президентом Кожнецким, тот факт, что команда наша такая молодая, это производит на нас, стариков, это производит очень сильное впечатление. Значит, спасибо и Максу, и Илье, и всем, кто принимал участие. Дорогие друзья, нам надо еще утвердить бюджет. Натан, вот мэр хочет выступить. Ну так я же не вижу отсюда, что же, естественно. Господин мэр.
Друзья, тут многие сказали уже по поводу впечатлений, достаточно хорошая презентация и действительно ответ на очень многие вопросы. Хотел вас проинформировать и сделать по одной ситуации, также высказать предложение, на котором сделать необходимый акцент. Буквально несколько дней назад у меня была встреча с амбассадором, послом Германии, где у меня достаточно долгие теплые отношения и с самой Германией, и с послом, где был поднят вопрос в отношении той информации, которая распространяется, в том числе в немецких средствах массовой информации, негативной информации, которая, я думаю, не случайно выходит и создает такой очень нехороший ореол вокруг данного проекта. Задавала очень много вопросов, делала акценты на издания, которые достаточно серьезные издания, выходило много публикаций. И с центрального офиса, я знаю, что Владимир, мой брат, встречался в офисе бундесканцлера Ангелы Меркель, где получил устное подтверждение, где полностью процесс большего координации действий и участия немецкого правительства, также посильного участия в реализации данного процесса, получил устное подтверждение, и в том числе были там отданы определенные команды для больше активных действий. Я думаю, что не случайно посол сделал акцент в этом отношении, это не ее инициатива, это наверняка информация, которая там по ее вертикали пришла. Хотел вас в этом плане проинформировать, и очень важно в медийном пространстве на сегодняшний день делать какой-то упор для того, чтобы отбивать те информационные атаки, которые мы видим эхом приходят даже из Германии, что может быть на самом деле проблемой для, ну, хотя бы там не прямой проблемой, но возможными какими-то последствиями нести для самого проекта. Я вижу там Йошка Фишер, с огромным уважением к нему как политику, как такой публичной персоне, которая является авторитетным человеком в Германии. Также человек, который может мониторить данную ситуацию. И в этом ключе, мое четкое убеждение, что есть прекрасная презентация, есть много ответов на те, которые вопросы были поставлены. Нам необходимо акцент сделать на ответе на те обвинения и ту критику, которая входит. Это работа пресс-службы и донесение сигнала, что мы делаем, как это будет, что мы представляем, что это за проект, так как есть... Ничто не приходит ниоткуда, и вся эта информация искаженная, она сманипулирована теми людьми, но время покажет. Одним словом, просьба всем участникам, в принципе, и в том числе работникам, которые сегодня молодым людям, сделать акцент на медийной составляющей данного проекта. Спасибо. Спасибо большое. Я должен сказать, мы, по-моему, говорили недавно о том, что очень важно нам, чтобы был серьезный профессионал в нашем профессиональном, среди наших профессионалов, которые занимаются именно вопросами работы с прессой. Я думаю, что это совершенно срочный вопрос, но по результатам этого нашего заседания будет написано заявление, я думаю, оно будет разослано буквально в ближайший час, и если у кого-то будут какие-то замечания, дайте свои замечания в течение нескольких часов, но я думаю, что лучший ответ на критику, поскольку политическая критика это всем понятно, но обвинение в том, что мы изменяем саму природу изучения или подхода к Голокосту и превращаем это в своего рода игры и так далее. Я думаю, лучший ответ, который на это
Да, то, что я и говорил, что подождите, пока будут сами проекты. Вот сейчас видно, чем мы в действительности занимаемся. Я думаю, что надо сделать все для того, чтобы это было как можно более широко известно. Поэтому я думаю, это очень правильный шаг, что это наше заседание будет поставлено на интернет. Но и мы, естественно, должны найти способы, каждый из нас, и все вместе, и наши профессионалы, как дать ответы на все те многочисленные публикации, полностью дискредитирующие и искажающие суть нашей работы, как на них дать ответ, то есть как сделать как можно более известными наши проекты, которыми мы действительно занимаемся. Ну там, это Виктор Пинчук. Можете мне 1 минуту дать? Да. Ага, спасибо. Я, во-первых, хочу поблагодарить всю команду за презентацию, содержательную и очень качественную. Мне кажется, что вот подобную презентацию стоило бы организовать для украинской общественности и для украинских медиа, и, может быть, и международных медиа. Ну, адаптировать ее, конечно, для того, чтобы это было публично, а не для членов наблюдательного совета. Но эта презентация, если бы она прозвучала, потом были даны ответы журналистам, я думаю, это тоже было бы полезно для нашего проекта. Спасибо. Правильно, хорошо. Так, друзья, если больше нет комментариев, тогда я предлагаю, мы должны, Макс, вам слово, что мы должны утвердить ряд решений, связанных с бюджетом. Да, нам надо формально проголосовать за утвердить результаты работы прошлого года, утвердить бюджет этого года и утвердить проект этого года. Минуточку, а вы нам представили бюджет этого года? Да, мы всем выслали. То, что вы выслали, да? Он у всех есть да. С прошлой недели. Окей, ну да. Если все видели бюджет, есть ли какие-то по этому поводу замечания? Если нет, то я предлагаю перейти к голосованию. Опять-таки, мне очень трудно, я отсюда не вижу всех. Я вижу часть, еще часть. Значит, Максим, вы можете провести? Да, мы видим всех, мы фиксируем, и мы записываем презентацию. Окей, да. Значит, кто за то, чтобы утвердить бюджет на текущий год, который был представлен администрацией, на какие именно проекты мы сейчас все хорошо видели и понимаем. Наверное, лучше сказать так. Если кто против, если кто воздержался, если нет, то мы считаем, что бюджет принят единогласно. Окей. Так. Ну все. Спасибо. И последнее решение. Нам надо учредить, мы хотим учредить операционный комитет, который будет пару раз в месяц собираться для того, чтобы обсуждать стратегию и проекты в рабочем режиме. Каждый из членов наблюдательного совета приглашается в этот операционный комитет. Поэтому просьба поддержать это решение, мы это включим в протокол заседания. Мы сейчас голосуем только за факт создания такого. Да, окей, хорошо. Потому что дополнительных кандидатурах, которые будут добавлены к членам наблюдательного совета, или если часть членов не хочет быть в этом предприятии, это сейчас мы не можем начинать этот разговор. Мы сейчас говорим только о создании такого операционного совета. Да. В этот операционный комитет будут входить менеджмент, и в любой момент те члены наблюдательного совета, которые хотят принять в этом участие. Это, так сказать... Это правильно. Понятно. То есть все члены наблюдательного совета для принятия участия. Да. То есть надо цель менеджмента заранее, достаточно рано, чтобы члены наблюдательного совета могли решить, хотят или не хотят они принимать участие, или могут или не могут. Окей, договорились. Значит, опять-таки, если кто-то против, если кто-то воздерживается, если нет, то такое решение принимается. Окей. Все. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще раз большое спасибо
Максу, Илье и всей этой команде. Некоторые из этих лиц я видел впервые. Это очень интересно, и мы надеемся, что это только начало очень интересной большой работы по нашему уникальному проекту. Я благодарю всех членов наблюдательного совета. Так приятно вас видеть в полном составе, несмотря на то, что каждый сидит в изоляции у себя в доме. И много-много здоровья всем нам. Спасибо. 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 Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо всем. Спасибо всем. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Счастливо.